Как круто жить! У меня от меня спасибо! Счастье! Недолго оно длилось. Блин, я не успеваю! Всем привет! Меня зовут Олеся, и я переехала в Южную Корею в 2020 году. Было ли это сложно? Да. Сделала ли это я? Да, как видите. Сейчас я нахожусь в карантинной комнате. По прибытию в Южную Корею каждый приезжий должен проходить обязательно двухнедельный карантин, который отслеживается в специальном приложении. И, в общем, я сейчас на карантине, и это комната отеля. Маленькое вступление. Это будет серия видео, которая будет поделено на 3 блока. Это виза, прилет, сам аэропортные процедуры, так скажем. И последнее — это мой карантин и его правила. Итак, я думаю, стоит сделать небольшое вступление, чтобы вообще понимали, кто я, что я здесь делаю, и вообще вошли в курс корейской темы этого дела. На данный момент у меня виза D4.1, она выдается людям, которые учатся на языковых курсах в Корее. И как вы могли догадаться, да, я студент языковых курсов в Корее. И сегодня мы поговорим с вами про первый блок, про визу. С ней было дофигища проблем. Ну, это так, мягко говоря. Я давно готовилась к этому переезду, я смотрела все документы, все, что необходимо. В целом, все казалось довольно реалистичным, то есть ничего сверхъестественного не было. Все было так, как оно и должно быть, и требуется, и вообще логично и понятно. Но коронавирус, спасибо. Вся моя документационная проблема началась с того, что мне нужно было перевести аттестаты, сначала его получить, и вот такое все. Так как было непонятно, когда люди получают, выпускники, свои аттестаты, все было крайне запутано. Но это было, как оказалось, меньше из всех проблем. Я получила перевод, все отправила, все отлично, в универ поступила, мне прислали приглашение о том, что уху, все, вы зачислены, получайте визу, покупайте билеты. И я такая, ура! Счастье! Недолго оно длилось. Нужно отметить то, что я получала визу и вообще занималась визой через визовое агентство и поступала на языковые курсы тоже через агентство. Дисклеймер, в этом видео я говорю информацию актуальную на лето, сентябрь 2020 года и вообще просто про мой личный опыт, так что это не инструкция, не советы, просто примите это к сведению, послушайте, сделайте выводы и так далее. Итак, пришло время подавать документы на визу. Все было готово, все было отлично, но посольство перестало выдавать визы. Оно выдавало только тем людям, у которых есть гранты на обучение от правительства. И исключительно им выдавались визы. Потом посольство поменяло документы, и это все было очень странно и сумбурно, потому что они буквально меняли их каждый день, очень часто. Меняли, обратно возвращали. Когда ты звонишь им узнавать, они не берут трубку, что вообще что им нужно от людей, которые подают на визу. Но основными проблематичными нововведениями это был тест на коронавирус и заключение врача. Что произошло со мной? Нужно было, чтобы результаты были за 48 часов. Когда ты сдаешь на коронавирус, тебе говорят 2-3 дня ждите. Я думаю, ладно, хорошо. Я сдаю тест, мне приходит результат на следующий день вечером. Это не вписывается в 48 часов до подачи, и мне приходится сдавать тест второй раз, чтобы успеть. И еще мне нужно было получить заключение врача о том, что у меня нет никаких симптомов. Вообще, я здоровый человек. Если честно говорить, то смысла вот в этих тестах и заключениях врача я особо не вижу, потому что, это просто ты подаешь документы. Ты можешь заразиться коронавирусом после или в аэропорту, пока будешь лететь. Так что, честно, бессмысленная фигня, но это требование. Так что от него никуда не денешься. Следующее, с чем я столкнулась, довольно-таки проблематичным, это подтверждение того, что ты будешь проходить карантин. Его получить довольно сложно, и в этом мне помогло агентство. Оно связалось с медицинским центром, который находится в районе, где я буду жить после карантина и вообще во время своего пребывания здесь. Слава богу, медицинский центр подтвердил, что я, буду проходить, вот у них буду, не у них, что я буду при них.
быть записана, зарегистрирована у них, что я сдам тест, все будет нормально. Они дали мне номер в отеле, ну как они дали, они мне его назначили. Кстати, весь карантин ты оплачиваешь самостоятельно. Ты иностранец, ты и плати за свой карантин, 2-недельную тусовку в одном номере. Но об этом в следующем видео. Итак, меня подтвердили, что я зарегистрирована при больнице, что у меня есть место, где я буду. Я перекрепила всю переписку в посольство. К слову, все это было на корейском. От этого все становилось еще сложнее, потому что по-английски нет, русский тем более. Еще вся актуальная информация касается насчет России. Другие страны СНГ, ничего не знаю, извините. И помимо того, что эти документы, которые мне нужно было анкеты заполнить для медцентра, они были на корейском, возникла еще другая проблема, то что документ, который они прислали мне, не открывается. Дело в том, что в Корее есть формат HWP. Я напишу вот тут вот, как буду уверена, перепроверю точнее. И он не открывается, типа, в России. Мне пришлось связаться со своими корейскими друзьями, узнавать, что это за фигня вообще такая. Пришлось установить дополнительное приложение на компьютер, с ним, кстати, плохо связалось дело, поэтому я все делала с телефона. И через это приложение, так скажем, оно открылось. То есть это не вордовский документ, ничего, с компа просто так не откроешь. Я заполнила, слава богу, отправила, все. Эти проблемы решились. Все эти документы, которые у меня есть, я отправляю в посольство. Точнее, через агентство отправляю в посольство. Но посольство меняет день моей записи на неделю вперед. Я думаю, классно, как круто жить! Но стоит отметить, что вот тесты коронавирусные я сдала уже ближе на той неделе к подаче, так что с ними, слава богу, все было относительно нормально, мне не пришлось ничего пересдавать. Еще среди документов необходимо было предоставить билет. Но это странно, когда у тебя нет визы, покупать билет, потому что ты не знаешь, когда тебе дадут визу, соответственно, ты не знаешь, когда ты улетишь. Там написано на сайте примерно 2 недели, но сильно не спасает. Но я так и рассчитала примерно 2 недели и на этот срок купила билеты. И тут наступает день, когда все мои документы уже в Москве, все в порядке, в посольстве, в консульстве. И мне звонит консул, ну или работник, я не знаю, и говорят, дошлите еще один документ. Я думаю, господи, какой же еще один документ? Я столько всего прикрепила, все, что только можно прикрепила. Что еще вам от меня нужно? Казалось, что нужен еще один документ от универа, что он знает, что я буду проходить изоляцию там-то, там-то. Зачем этот документ? Я не знаю. На сайте посольства его не было. Я думаю, класс. Я пишу срочно в универ. Разница во времени 6 часов. Я понимаю, что сейчас универ закроется, мне ничего не пришлют. Я пишу и понимаю, что в Корее выходные. Суббота, воскресенье и нерабочий понедельник из-за того, что праздник был в воскресенье, если я не ошибаюсь, День независимости Кореи, и поэтому нерабочий понедельник. Я понимаю, что необходимый документ мне ждать 3 дня, и это еще, значит, вся подача моя оттягивается, точнее, получение оттягивается. Мне приходит письмо от универа, такое, мы не понимаем, что тебе нужно. Я такая, в смысле вы не понимаете? Я им все еще раз пишу, что мне нужно. Они говорят, мы не работаем с госучреждениями, мы не можем подтверждать это, типа, ну, вообще их понятно, почему, вдруг кто-то сбежит, все такое. 0 претензий. Они говорят, типа, мы позвоним в консульство, спросим, разберемся. Я думаю, ладно, хорошо, еще раз пишу, что им от меня надо, прислать все подтверждающие документы, что да, я буду вот тут, вот. И, господи, спасибо, мой универ. Он присылает мне документы, я быстро отправляю этот документ в посольство по имейлу, и все. И забываюсь. Начинаю ждать свою визу, и у меня отменяют рейс, который я купила. Я такая... Спасибо! Еще больше проблем. Рейс, кстати, Москва-Стамбул, Стамбул-Сеул. В итоге экстренно, так как это не моя причина, я к этому не имею отношения, авиакомпания мне меняет билет на день раньше. А что это значит? Это значит, что у меня еще меньше времени получить свою визу. Я еще больше стрессую, что, я не успеваю, вообще паника вся. И я знала, что мне должно позвонить посольство, чтобы уточнить, как я себя чувствую, есть ли у меня симптомы вируса. Ну, вот такие вопросы, буквально 30 секунд разговор, чтобы дать визу.
Я начинаю ждать этот звонок. Я знаю, что они звонят с утра. Я включаю звук на телефоне. Я просто не сплю. Я просыпалась рано утром, боялась, что я пропущу свой звонок. Я не могла нормально спать. И я понимаю, что остается вот неделя до моего отлета, а у меня нет визы. И я пишу письмо в посольство по имейлу. Здравствуйте. Что там с моей визой? Можно ли мне выдать ее пораньше? Я старалась это сделать максимально культурно, в уважительном тоне и все такое. Объясняю причину, что у меня отменила рейс авиакомпании. Я что, вот срочно так улетаю? Отправляю письмо и никакого ответа не получаю. Я не знаю, что это за приколы посольства, но и не отвечают вообще, типа, никак. Я думаю, блин, ладно. Писать второй раз уже как-то не очень, поэтому я просто ждала. Надеялась на чудо. И, как вы можете понять, не дождалась. В итоге в пятницу, спустя дня 4, наверное, после моего письма, мне звонит посольство, консул, я не знаю, работник, кто там работает, спрашивает все вот эти вопросы. Я говорю, все отлично, все со мной просто супер, дайте мне визу. И мне говорят, проверяйте завтра сайт, потому что корейские визы выдаются на сайте в электронном виде, то, что нужно просто распечатать. Но мой паспорт лежит в консульстве, поэтому по-любому нужно будет за ним ехать. Я дико радуюсь, что я получила этот долгожданный звонок. Мне работник сказал проверить сайт завтра. Я не удержалась, проверила вечером. И виза была на сайте. Я думаю, ура, просто круто! Я понимаю, что у меня есть, чтобы забрать паспорт, как бы один день. И в этот же день я улетаю. Поэтому я жду субботу, воскресенье, понимаю, что, я ничего не могу сделать, это выходные. В понедельник у меня рейс. В понедельник мы с моей семьей едем в посольство в Москве, получаем мой долгожданный паспорт и визу распечатанную. И сразу же после посольства я еду в аэропорт и улетаю. Наконец-то этот долгожданный момент настал. Просто я была неимоверно счастлива. И также хочется сказать, что поступать за границу — это не легче, чем поступать на родине. Я думала так, что все будет нормально, но оказалось через жопу, но в итоге я у цели, я тут, bitches. Весь этот процесс получения визы занял очень много времени и отнял у меня очень много нервов. Но это того стоило. Я невероятно счастлива, что все обернулось хорошо, что я здесь, что все получилось. У всего благоприятный исход, и я неимоверно благодарна всем людям, которые мне помогли на протяжении этого пути. Реально, просто спасибо. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам было интересно послушать мою историю и мои переживания. В следующем видео я расскажу вам о своем перелете, так что до встречи!